Львы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на март 2023 года. Мы с вами уже входим в весну, в перемены, в новые начинания, поэтому посмотрим, что же вас ожидает в рамках первого весеннего месяца. Помогут мне сегодня в этом Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что вас ждет по финансам? Вопросы здоровья, вопросы личной жизни и рекомендации на месяц от карт. Так, арканы хорошо видны. Приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас ложится двойка чаш. Ну, уже само по себе замечательно, потому что это карта любви, карта радости, карта создания союзов, укрепления отношений, для кого-то примирение, восстановление связей, а для кого-то обретение счастья, обретение второй половины. И в целом двойка чаш – это вопросы кооперации, когда вас понимают, вам помогают, вас поддерживают, будь то друзья, родственники или незнакомые люди, потому что по двойке чаш это ощущать заботу, ощущать комфорт, ну и знаете, как любовь к себе. Посмотрим, в чем созвучен будет для вас этот аркан в данной ситуации. И здесь ложится у нас тройка жезлов. Двойка чаш и тройка жезлов – это как с любимым человеком, если у вас таковой имеется. Это отправиться на курорт, на отдых, это строить совместно грандиозные планы, к ним готовиться. Ну а для кого-то это обретение такого партнера. Но в данном случае человек однозначно будет издалека. Поэтому кто, возможно, хотел себе девушку или мужчину-иностранца, все в ваших руках. Здесь действительно может быть человек совершенно другой культуры. Если смотреть вопросы работы, вот здесь ложится девятка мечей. Это переживания и страхи. Посмотрим, с чем они у вас здесь связаны, почему здесь царит такая энергетика. Итак, для тех, кто у нас свободен. Свободен. Для тех, кто у нас не работает, падает карта колесница. Здесь переживания, страхи в плане адаптации к новой ситуации. У кого-то это будет связано с переездом, со сменой места жительства. Поэтому страхи и переживания, как вы приживетесь на новом месте, как сможете реализоваться и раскрыть свой потенциал. Это первый нюанс. Второй, это знаете, как идти в ногу со временем. Вы понимаете, что, возможно, то, чем вы занимались ранее, в какой нише работали или что изучали, уже морально устарело, и нужно действительно, несмотря на возраст, двигаться дальше, что-то изучать, меняться ментально, меняться энергетически, меняться внешне, чтобы, знаете, как соответствовать текущему ритму жизни и найти для себя работу. Трудоустройство эти карты пока не показывают и не предполагают. Но здесь идет преодоление комплексов, страхов, барьеров через интенсивную и активную работу с самим собой. Если вы у нас в статусе соискателя, то девятка мечей и башня – это отсутствие возможности трудоустройства. Знаете, как рухнул рынок или произошли какие-то ситуации, когда тот регион, в котором вы жили, вы не можете найти работу. Для кого-то, уж называю вещи своими именами, по причине военных действий, у кого-то это по причине, вот, допустим, если брать Турцию, да, там произошли землетрясения, вот в тех районах люди понимают, что, возможно, нужно будет переезжать для того, чтобы наново начинать свою жизнь и выстраивать ее по кирпичику. То есть здесь переживание о том, а будет ли стабильность, сможете ли вы эту работу найти. Сможете, но, повторюсь, здесь у вас еще акцент на то, что здесь нужно перемещаться. У вас даже дополнительная карта, тройка жезлов, это как новые горизонты. Если вы у нас наемный сотрудник, девятка мечей, семерка пентаклей, это ситуация томительного ожидания. Почему? Ну, у кого-то по ряду причин, которые я уже озвучила, это может быть, знаете, как предприятие приостанавливает деятельность, и вы не понимаете, а каковы перспективы, а что будет дальше. А для кого-то идет осознание и понимание того факта, что все, здесь больше нечего ловить, нужно двигаться дальше, нужно искать какую-то новую нишу и определяться с тем направлением, с той сферой, где вы хотите раскрыть свой потенциал. Если же у вас свой собственный бизнес,
Девятка мечей и восьмерка пентаклей – это активная работа, но переживание по ситуации, а будет ли ваш труд востребован, а сколько вы сможете держаться на плаву. Или, допустим, вы сами не тянете объем работ, поэтому это, знаете, как все успеть, как не заставить заказчиков ждать, как все проекты выполнить в оговоренные сроки, то есть вы можете переживать из-за этого. Это будет давать какие-то бессонные ночи. Финансовая сторона вопроса, тем не менее, десятка чаш. Есть помощь, есть поддержка близких, родных, единомышленников, родственников и, знаете, ваших собственных накоплений. Допустим, что-то было отложено у вас на счетах. Поэтому тылы закрыты и переживать здесь не о чем. Более того, по десятке чаш это все-таки еще траты, связанные с семьей, с вашей второй половиной, с родственниками, траты на удовольствие, на то, что вас действительно эмоционально напитывает и наполняет. Вопросы здоровья. Двойка пентаклей. Не совсем стабильная. Почему? Потому что во многих, если то есть, это не является какая-то серьезная причина, серьезная проблема, то здесь может быть, знаете, состояние скрытого стресса. И как следствие по двойке пентаклей это эмоциональные переживания, которые вы будете переносить на ногах. И поэтому состояние то ухудшается, то улучшается. Вот такое, знаете, как колебание. Но, безусловно, двойка пентаклей у нас еще указывает на проблемы с почками и надпочечниками. Поэтому обратите на это внимание. Особенно для кого эта болезнь является хронической. И вы понимаете, что она в весенний период может обостриться. Вопросы личной жизни. Шестерка жезлов. А вот здесь триумф, здесь победа. И не зря я вам сказала про человека иностранца или других кровей. Особенно тех, кто это ждал. Потому что здесь действительно сам аркан это предполагает. Но посмотрим для каждого из вас, чем будет созвучна эта карта. Итак, для тех, кто у нас свободен. Шестерка жезлов, десятка пентаклей. Ну что мне сказать? Здесь обретение партнера, с которым будут стабильные устойчивые связи, создание семьи. Поэтому вот те, кто очень давно ждал, те, кто к этому стремился, это, знаете, как найти свое. Сама, знаете, как сам месяц, сама ситуация, сама энергия Вселенной вас будет к этому толкать. Если же вы у нас находитесь в любовных треугольниках, то шестерка жезлов и двойка мечей. Для кого-то эта ситуация не только, знаете, как выбороть, сейчас объясню почему, здесь идет активная борьба. У вас на колоде здесь ложится пятерка жезлов. Активная борьба, конкуренция, спортивный интерес. И вот двойка мечей – это не то, чтобы закрыть своему партнеру или партнерше глаза на какие-то альтернативные варианты, но вы здесь достигаете победы. Видите? То есть все внимание, весь акцент будет сосредоточен на вас. И по двойке мечей – это отсечь партнеру эти варианты. То есть альтернативные варианты, то есть выберут здесь вас. Если же вы у нас в стабильных союзах, что у вас? А у вас туз мечей, какая-то острая ситуация, вопрос ребром. Сейчас объясню. Для тех, кто встречался, вопрос ребром, съезжаемся. Для тех, кто жил совместно, вопрос ребром. Давай уже узаконить наши отношения, потому что шестерка жезлов еще в старинных толковниках это все-таки карта бракосочетания. Ну а для тех, кто у нас в стабильных союзах, уже, допустим, вы давно в брачных отношениях, то карты здесь указывают на какие-то глобальные перемены. Потому что, видите, здесь падает карта умеренность, создание зоны комфорта. Допустим, переехать, поменять место жительства или отправиться в путешествие. Все то, что вот вы планировали, к чему шла эта ситуация, этот вопрос. Или же еще, поскольку шестерка жезлов и туз мечей, это решение ключевого вопроса, связанного с мобильностью. То есть, допустим, приобретение нового авто для вашей семьи, которое вам даст эту зону комфорта. Совет и рекомендация на этот месяц. У вас здесь ложится рыцарь мечей. Это как принимать решения быстро, не раздумывая. Тут не вопрос спешности, а ситуация, когда уже хватит размазывать сопли или наматывать их на кулак. А здесь нужно активно действовать, не откладывать ситуацию в долгий ящик или какие-то решения на потом. Иначе впоследствии можете об этом сожалеть. В чем-то быть резким, жестким, молниеносным или молниеносной, но это себя оправдает. И, кстати, успешный период для поездок, переездов, смены места жительства. Поэтому, если к этому стремились, ситуация здесь вам будет благоволить. Посмотрим с вами на неожиданность периода. Что здесь? Дом, кольцо,
Луна. Ну, ребят, здесь четко по этим картам это создание семьи, девчонки. Вот кто ждал, здесь можете действительно обрести своего партнера. Итак, либо мужчины, кто ждал таковую женщину, то есть здесь создание партнерства, укрепление семейных связей, или, я повторюсь, те, кто там еще не жил вместе, начать вместе жить, или же, в принципе, укрепить ваши отношения, связать их узами брака. Опять же, продолжение рода и вопросы, связанные с недвижимостью, потому что дом, кольцо, луна – это как обязательство. То есть или арендовать что-то на длительный срок, или вопросы купли-продажи. Но, тем не менее, это, знаете, основной посыл – это как строить свое родовое гнездо, его укреплять. Возможно, вы с этим вопросом будете помогать вашим детям или внукам. У каждого ситуация разная, но, тем не менее, энергии Марта у вас будут созвучны с этими нюансами. Прекрасные карты, как по мне, поэтому пусть так и будет, пусть эта энергия так, знаете, как и звучит. Вселенная вам помогает, но мы с вами весь негатив закроем позитивом, чтобы у вас отозвались только благозвучные моменты. Я же вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь, буду ждать от вас обратной связи по прошествии периода и до новых встреч!